привет, с вами Californication. Сегодня я начинаю новую игру проходить для вас. Я ее прошел уже не один раз, наверное, раза три. Вот, игра безумно красивая. И самая главная фишка этой игры, ну, как бы я говорю именно как для себя, это нереальный фантастический просто сюжет. Просто игра, она как книжка, здесь очень много катсцен. Э, Вот, и эта игра, она проходит, грубо говоря, как будто ты смотришь кино. А, я проиграл в нее около 200 часов. Вот. И сегодня я начну заново. Вот, я начну, наверное, я начну с низкой сложности, чтобы вы видели, допустим, если выбрать очень высокую, ну, высокую и очень высокую сложность, то не будет видно этих тварей. Если я выберу минимальную низкую, то бишь, видите, рекомендуется тем, кто не знаком с жанром боевиков. На этом уровне игровой процесс максимально упрощен, что позволяет насладиться сюжетом практически любому. Низкая это рекомендуется тем, кто играл, кому игровой жанр боевиков кажется слишком сложным, наслаждается сюжетом, преодолевая умеренные трудности. Поэтому я ее проходил на очень максимальной, ну, максимальной сложности. Но это уже там хардкор лютый там. Вот, поэтому для вас я начну на низкой сложности, чтобы вы наслаждались сюжетом. Во время катсцен я буду молчать. Когда они будут заканчиваться, я буду вам объяснять фишки, приколы этой игры, потому что я ее как бы прополз вдоль и поперек. Так, статический анализ показывает, что способности Doom зависят от даты рождения индивидуума. Введите дату рождения, чтобы мы смогли оценить ваш уровень способностей. Так. Нет, подождите. Высокий уровень способностей Doom наблюдается у лиц, родившихся под такими знаками, как рак, рыбы, кит, дельфин и орион. Угу. Let's go. Заставка Коджимы. Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks
fragile mind. Rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Нет! Класс. Твою мать. Так, охуенно. Вот. Сейчас идет вот по сути тут сама предыстория типа того, что сейчас смешались два мира. Мир живых и мир мертвых. Вот. И вот этот дождь, от него, короче, все стареет. Ну, как бы вода, которая вот это попадает, она приближает все живое. Там трава, допустим, там деревья. Ну, все, что живое, человек там, туда-сюда. Она, короче, приближает к старости. Вот видели, там вороны упали, короче. Удохлые. Вот. Есть сканер, можно сканировать территорию. Видите, крестики красные, это там можно поскользнуться, упасть. Допустим,
Синяя это хорошо, ну, типа, спокойно можно идти, а вот желтенькая, там надо быть аккуратным. Вот, сейчас мы подберем наш груз. Такой а-ля симулятор, короче, курьера. Держать баланс. Вот, кстати, желтая, можно подскользнуться. Держать баланс. Две мышки, ну, две кнопки мышки. Левая и правая. Так он будет стабильный. Допустим, когда вы будете нести большой какой-то груз, тяжелый, у вас начнет перевешивать в одну сторону. Вы нажимаете кнопку мышки в противоположную сторону. Тогда он, короче, более-менее выравнивает. Комбинезон у нас, короче, он защищает от этой воды. Но если видите красные искры от металла, от ящиков, ящики металл, он тоже начинает ржаветь. Вот, поэтому здесь надо, ну, тут будут всякие приколюшки типа крафтинга. Нужно будет строить зонты, которые там восстанавливают, короче, металл. Вот. Не могу переждать этот дождь. Вот от дождя скрыться, видите?
Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила. Слезы. Хиральная аллергия. Так, у тебя дум, как у меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть. Как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджейл. Да, слыхал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Тот, кто доставляет. Ты будешь? Криптобиот на ужин, и зонтик не нужен. Хочешь поработать на меня? Одному тут, наверное, тяжело. Да? Я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяг. Да и от меня. Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Я просто курьер, и все. Центральная диспетчерская Бриджес. Подрядчик-фрилансер Сэм Портер Бриджес. Адресат ожидает посылку. Идешь в город? Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не все может смыть. Прошлое не отпускает. Увидимся, Сэм Портер Бриджес. Так, ну... В принципе, вы все видели сами, все понятно, да? Вот. Твари, вот эти, которые ходили, люди с думом, они их, ну, видели, слышали, она сказала, какой фактор, то бишь, он вот чувствует, она их видит. Вот, но они как бы, если играть на несложной игре, то они практически безопасны, если, конечно, вы там через них не будете бежать напрямую. Если будете красться спокойно там, то без проблем. Вот, видите, что этот самый олень? Дождь с ним сделал. Вот, синяя показывает, здесь спокойно можно речку перейти, но когда вы будете переходить речку, у вас будет расходоваться энергия.
Надо быть аккуратным. Когда если у вас шкала полностью закончится, вас просто по течению понесет. Еще прикол в том, что, короче, игра, она как бы онлайн и не онлайн. Такое впечатление, что карта загружена именно на сервере. И вот люди, бывают, там теряют груз. Кстати, мы там, наверное, не взяли один в пещере груз, там лежит. Так. Так что старайтесь как бы собирать груз и возвращать его в терминал, тогда вы будете за это получать лайки. Лайки здесь это типа а-ля такая местная валюта или хер поймешь, короче. Пещерка есть. А вот это криптобиоты, короче, их если хавать, то будете восстанавливать здоровье. Вот, видите, я подобрал чей-то груз, кто-то потерял, и мне за это лайк поставили. Также и вы будете, если терять груз, то другие игроки смогут его подбирать и приносить. Вот там, где желтое в речке, там уже опасно. Там лучше там не переходить, там может течением подхватить вас и понесет. Чем глубже, видите, тем быстрее расходуется энергия. Графика здесь безумно красивая вообще. Мне очень нравится. Видите, уже груза 75 килограмм из 120. И если, допустим, вы будете бежать, то его может груз перевешивать центр. Сейчас увидите. Допустим, бежишь, поворачиваешь. Оп, лямку схватил. Вот, поэтому... Одно единственное заебывает, как бы, ну, держать вот, постоянно две лямки, две кнопки на мышке нажимать. А дальше будете таскать там, когда вы будете модернизировать свой костюм, вы там сможете таскать и не по 120 килограмм, а по 350. Там и на руках будет, и на ногах. Так, сейчас мы доставим все. Все, что собрали. Все, вот они,
потеряны. Это наше вот лекарство. Основное, сюжетное. Сейчас мы его доставим, мы за это будем получать лайки. Доставляю груз. Чем больше лайков, тем выше у вас рейтинг, тем больше вам будут доверять поселения все. Почему так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю, остался без байка. Похоже, тебе крепко досталось. К счастью, груз в идеальном состоянии. Да, ты заставил нас ждать. Но все остальное в идеальном состоянии, так что... Отлично. Будем ждать следующую доставку. Awesome S. Рейтинг это самый высокий. Мы получили 189 лайков. Того 315. Особое поручение. Сэм Портер Бриджес. Приоритет выше. Игорь, отдел утилизации. А ты Сэм Портер? Ах, да. Ты ж у нас недотрога. В документах сказано, у тебя фобия. Отдел утилизации? Что у вас? Слушай, нам надо ехать, по пути объясню. Пошли. Иди сюда, глянь. Повезем его в крематорий. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал, часов 40 назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до некроза? И куда его теперь? Ближайший крематорий на севере. В том районе полно тварей. А в другой никак? Не могу. Времени в обрез. Ну так сожги бедолагу прямо здесь. Ты представляешь, сколько хералия выделится? А рядом город. А до крематория можно вообще не доехать. Слушай, все получится. Нам просто нужен кто-то с думом. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ну тогда Бриджес заключает контракт с Сэмом Портером. Я сам. Просто сам. И я не вижу тварей. Только чувствую. Ничего, мы подготовились. Бридж Бэби, да? ББ и ты — гарантия того, что мы прорвемся. Да чего ж поганое ощущение. Ну,
контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! В моем детстве мир был другим. Америка была страной, любой мог пойти, куда ему заблагорассудится. И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. Теперь верится с трудом. Как видишь, выход смерти сделал из нас решето. Все нам тут расхреначил. На тех, кому посчастливилось выжить, смыло темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. Вот тогда люди и попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Твою мать! Радуга! Долго еще до крематория? Он сейчас взорвется. Черт! Придется срезать через тварей. Движок заглох. Мы тут у этих уродов как на ладони. Надо сваливать. Сэм, ты что-нибудь видишь? Нет, ничего. ББ, что ли, не работает? Не пойму.
Я не могу тебя вытащить! Сэм! Тихо, даже не дыши. Нас окружили. Прости. О, нет.
Лондонский мост падает. Моя леди. Слышишь меня? Это папа. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. И для нас он станет последним. Охренеть, да? На самом деле, я когда первый раз играл, короче, я тоже думаю, блядь, what the fuck, что происходит, что за хуйня, блядь. Многим из вас, как бы, может показаться, что игра, как бы, такая пресная, непонятная, блин, чумная, по какой накурке ее делали. Вот, но по факту, когда сюжет там раскроется, ребят, вы просто охренеете, насколько это круто. Насколько, ну, у Коджимы там, походу, блин, ну, фантазия работает не хуже, чем у Стивена Кинга. Вот. О, ты очнулся. Ну, каково это — вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер, изначально. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай.
И я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом? Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? Нас. Ага, Бриджес. Борцов за светлое будущее или за выживание, называй как угодно. Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? 2 дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец, а это дорогого стоит. Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вреденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или, вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за 2 дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом, так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А эта отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет. Извини. Это лишь хиролограмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься?
Хорошо. Буду ждать тебя в изоляторе. Что? Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Так, ну, в принципе, пролог мы прошли. Сэм Портер Бриджес. Заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президенту. Так, оно все закрыто, блин, сейчас. Сканирую. Счастливого пути. Ну, в принципе, дальше. Ага, опять этот. Если потерялся, Опять открой был. карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй и поймешь, о чем я говорю. Так, нам это нахер не нужно, не интересно. Есть компас и все дела. В принципе, на сегодня, я думаю, закончим. Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующие видео. Первая карта здесь, она будет как обучающая. Я сейчас не могу ее посмотреть. Могу посмотреть. Вот она карта. Вот. Вот, собственно, вот этот кратер, который получился от взрыва, да? Когда мы поехали доставлять тело. Прикол в том, что здесь, короче, в этой игре тело человека, из-за того, что миры смешались, мир мертвых и мир живых, когда человек мертв, он, короче, начинает перемещаться в тот мир. И почему произошел взрыв? Потому что он, грубо говоря, как будто... Блин, даже не знаю, как объяснить. Как будто бы перемещается, и происходит вот этот резонанс между миров, и происходит взрыв. Вот. И ББ, который вот этот был ребенок, это как... Это симулятор отруби матери. И получается, ребенок, он еще типа не родился, но и типа не живой. Ну, как бы в животе, да, еще в стадии формирования. И именно ББ, вот этот прибор, да, ребенок видит потусторонний мир, но так как он с вами разговаривать не может, он, короче, видели там у мужика вот этот сканер поднимался, и в разные стороны он смотрел. То бишь, он мог видеть их через сканер. Ну, а человек, соответственно, пользуется этим сканером. Вот такая фича. Вот. Всем спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго. Пока.